Здравствуйте, уважаемые телезрители! Тема нашей сегодняшней программы «Чей мозг лучше?». Ни один компьютер в мире по своим возможностям не может сравниться с человеческим мозгом. Но за это надо платить. Он постоянно нуждается в питании. Ему необходим достаточно высокий уровень кровоснабжения и кислорода. Прекращение кровопотока даже на несколько секунд, даже до 10 секунд, может привести к потере сознания, к обмороку. Наш мозг трудится без перерывов, без выходных, даже во время сна наблюдается его высокая активность. Он имеет невероятный потенциал, который до конца еще не изучен. Долгое время считалось, что нейроны не возобновляются, а только погибают. Однако в последнее время мнение ученых на этот счет изменилось. Выяснилось, что нейроны могут расти, а также возобновляться в любой период жизни. Как же этого достичь? Как использовать свои возможности по максимуму и без перегрузок? Об этом и о многом другом узнаем через минуту. Головной мозг обеспечивает возможность говорить, слышать, видеть, думать, осязать, двигаться. Человеческий орган, в отличие от животного, способен оперировать логическими, нравственными и моральными категориями. Левая часть мозга управляет движениями правой стороны тела и наоборот. Больше развитая левая сторона головного мозга задает человеку техническую форму мышления, правая – гуманитарную. Если добиться одновременной работы обоих полушарий, то способность запоминать информацию возрастет во много раз. Объем головного мозга – это всего 2% от тела человека, но без него организм не сможет работать и жить. Итак, тема сегодняшней программы «Чей мозг лучше?». И мы не случайно так назвали сегодняшний выпуск. Дело в том, что сейчас идет Международная неделя мозга. И ученые, врачи всего мира обсуждают возможность этого уникального органа человеческого организма. У нас в студии сегодня врач, невролог, главный невролог Новгородской области, доцент кафедры психиатрии и неврологии Института медицинского образования Новгородского Государственного университета имени Ярослава Мудрого Павел Владимирович Стариков. Здравствуйте, Павел Владимирович. Здравствуйте. Ну вот мой мозг умудрился все вот перечислить, все, чем вы, так сказать, хотя наверняка не все. Вы еще и заведующий неврологическим отделением клиники номер 1 Центральной городской клинической больницы. И вот как-то все это в мозге уложилось. Вы представляете, даже сама удивляюсь. Но вопрос следующий. Чем же все-таки, чей мозг все-таки лучше? Мужчины или женщины? Ребенка или взрослого человека? Преподавателя или учащегося? Ну, вы знаете, что вопрос, ответ на этот вопрос, он одновременно и простой, и сложный. Я задам вот такую вот загадку. Чем похожи профессор и студент? И в чем отличается мозговая деятельность или мозг студента и профессора? Вот как вы думаете, в чем разница, в чем отличие? Вот есть у них какая-то разница? Безусловно, да, один профессор, другой только еще начинающий, будущий, потенциальный ученый или профессионал. Так вот, оказывается, они оба ограничены памятью то, что им подарила генетика мать природа, и их объем памяти может быть абсолютно одинаковый, да? Но дело в том, что профессор когда-то читал данную информацию, и он знает в том случае, если ему задается вопрос, где ее найти. То есть они оба не знают ничего, но профессор знает, из какой ячейки или своей памяти, или с какой книжки, которая стоит у него на полке, найти нужную информацию в течение нескольких секунд. Студент, который эту информацию не видел никогда в жизни, он, естественно, ее никогда и не добудет. Чем схожи в силе своего мозга Арнольд Шварценеггер, всем известный, и британский известнейший физик, теоретик Стивен Хокинг. А дело в том, что IQ Стивена Хокинга 160 баллов по тесту Айзенка, а у Арнольда Шварценеггера 140 баллов. А у президента Обамы, он однажды проходил тест, 125. Так получается, от актера Стивен Хокинг по возможностям мозга по тесту Айзенка ушел не так далеко.
И какой мы, Удивительно. да, какой мы можем сделать отсюда вывод? Ну, например, у некоторых математиков-теоретиков у них IQ достигает 225. Да? Может быть и 180, как у некоторых звезд американского кино. 160, как у Пэрис Хилтон, например. Но есть известнейший американский актер Сильвестр Сталлоне. Как вы думаете, сколько у него? Но если отталкиваться от Шварценеггера, то наверняка больше 100. У Сталлоне, я не буду озвучивать цифру, у него ниже 70. Вот так. Хотя вот показатель в 100 уже ничего, да, уже можно Это спокойно норма, да, жить. человек добился. То есть получается, что вот этот вот IQ, да, если вы решили измерить свой интеллект или интеллект своих родителей, своих сверстников, своей мамы, бабушки, то это не единственный показатель счастья. То есть получается, человек с высочайшим IQ может быть ленивым и ничего не достичь. А можно быть Сильвестром Сталлоне и стать мировой звездой. И хотя у тебя интеллект по тесту для математиков считается психологами, что это очень низкий, но человек достиг максимальной, то есть голливудская звезда. Поэтому это только один из маленьких показателей счастья. Поэтому если мериться просто килограммами, то есть, например, взвешивать мозг слона и человека, дело в том, что у слона нету второй сигнальной системы. Он не распознает речь, как мы с вами говорим минимум на одном языке, русский. Может быть, кто-то знает 2, 3, 7 языков. Это развитая височная доля, лобная доля мозга. Их можно тренировать. Если вы особенно живете в мультиязычной среде, то можно уже стать многоязычным. То есть лобная доля мозга и височная доля, не выходя за пределы черепной коробки, то есть масса мозга та же самая, а внутри вот этого сгустка холестерина образовывается большое количество связей. А у кого-то это просто кусок холестерина. Удивительный действительно это орган, наш мозг, но на самом деле у него возможностей много, он практически всем управляет. Да? Вот мы уже в самом начале сказали, что это и речь, и движение, и глотательный рефлекс. В общем, у мозга много, так сказать... Их два, не забывайте, что есть головной, который осуществляет высшую нервную деятельность, и спинной мозг, который есть у всех животных, и он осуществляет рефлекторную деятельность. И это все мозг. Это все мозг. Это центральная нервная система, спинной мозг и головной мозг. Ну вот из всех, так сказать, функций мозга, которыми он обладает, может быть, мы сосредоточимся на некоторых, потому что невозможно объять необъятное. Мы можем говорить о памяти, что, вот, например, средний человек, это существует правило 7 плюс-минус 2. То есть среднестатистический человек может в голове держать 7 плюс-минус 2 процессов или слов. Или одновременно, если мультипроцессорный человек, если говорить на современном языке, может одновременно помнить и делать несколько дел. То это от 5 до 9. А 10 это уже надо быть безумно талантливым человеком от рождения или тренировать свою память, чтобы вести 10 вариантов. И вот, например, руководители высшего звена, топ-менеджеры, чем они ценятся еще, кроме какого-то наития или чутья? Они обычно многозадачные люди, то есть они много могут удержать задач в голове. То есть не среднестатистическая 7, а, например, уже 9 или более. Было бы очень интересно посмотреть этот тест Лурье, нашего известного физиолога. Надо было посмотреть, вот как у топ-менеджеров тест 10 картинок, сколько они запомнят. 5, 7, 9 или 15. Потому что если мы говорим о многозадачности, как вот у великих лидеров Наполеон Бонапарт. Ну вот еще какие варианты? Можно говорить о памяти, можно говорить о речи. Ну, вы знаете, вот если вернуться к самому первому вопросу, чей мозг лучше, да, вот я спрашивала, у детей или у взрослых. Все-таки вот уже с возрастом многие замечают, что когнитивные способности снижаются. Мы об этом уже здесь говорили, хотя вот сейчас и врачи и ученые утверждают, что возможности мозга и в старшем возрасте неисчерпаемы. Это орган, причем обеспечивается память не только химическими
механизмами, она обеспечивается еще связями. То есть существует, чтобы запомнить какое-то движение, запомнить какое-то слово, нужно, чтобы два нейрона, чтобы они связались. У нас существует два нейрона, первый и второй. И между ними должна протянуться линия связи, образовалась новая связь и новая клеточка, новая ячейка памяти. Если эту связь не подтверждать, то есть рефлекс не разрабатывать, то тогда эта связь угасает и память стирается, и два нейрона разобщаются, эта клеточка памяти, этот кусочек, он стирается, мы ничего не помним. Поэтому если не тренировать память, то, естественно, она будет угасать. Если объем памяти очень большой, то, соответственно, когда ты теряешь с возрастом, незаметно. А если объем памяти был маленький, потеряешь, и будет очень заметно. Как тренировать? Но как тренировать? Ну, вот один из моих учителей, это академик Александр Анисимович Скоромец, невролог из Санкт-Петербурга, главный невролог вот до недавних пор Санкт-Петербурга, заведующий кафедрой неврологии из первого меда, где я учился. Он говорит своим подчиненным, он говорит: уважаемая профессура и доценты, записывайте все, что я вам говорю, на летучке, записывайте в блокнотик. Ему подчиненная профессура уже тоже с мировым именем говорит: Александр Анисимович, а зачем нам записывать? Мы так все помним. А он улыбается, Александр Анисимович, и говорит, ну все-таки академик, говорит: а вы записываете, когда ваша память будет страдать, у вас выработается привычка все записывать. И внешне не будет видно, что ваша память пострадала. Поэтому можно использовать выносные методы, выносные системы информации в виде записок. Это совет от Александра Анисимовича Скоромца. Пожалуйста, такой. Кроме шахмат, кроссвордов, когнитивных гимнастик, координаторных гимнастик. А вот академик Скоромец говорит вот такое. У нас есть вопросы от телезрителей. Послушаем. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мне хотелось бы узнать, что вы скажете о мозге шахматистов, которые способны давать сеансы одновременной игры, так, один человек против 10 тосов. А еще у них такое есть свойство. Они могут партию играть в уме, то есть не имея перед глазами ни доски, ни фигур. Спасибо. Ну, это, наверное, уже сверх какие-то способности. Нет. Я отвечу вам просто на языке физиологов, что если вы хотите развития, вы должны освоить что-то новое. Если вы шахматисты, умеете в голове держать 15 ходов вперед и прорабатывать партию вперед, то вы не развиваетесь на месте, просто эту развили, как, например, езда на автомобиле, сдал экзамены в ГАИ и ездишь. Или, например, я врач, у меня есть сколько-то пациентов, которых я лечу персонально, как лечащий врач, сколько-то консультирую, я о них думаю постоянно, когда я еду на работу, когда я засыпаю, и у меня эти пациенты, естественно, не выходят из головы, потому что если это моя работа, я продумываю на многие шаги вперед. Просто я думаю не шахматным языком, а медицинскими терминами. Если это специалист в области землеведения, он может думать точно такие же, составлять свои партии, писать свои фуги, но уже на своем языке. То есть не обязательно язык шахмат. Это может быть язык микросхем, это может быть язык денег, это может быть язык сложных экономических схем, это может быть медицинский язык, это может быть композитор. То есть, в принципе, мы все шахматисты, но мы будем хорошими, если мы каждый день, каждую неделю, например, будем узнавать что-то новое, делать что-то новое. А если нового не будет, я уже этого достиг, то прогресса никакого нету. Поэтому нельзя говорить, что шахматисты гениальные люди, потому что гениев очень много, очень много. Попробуйте вырастить хорошее растение. Сколько надо знать? Или попробуйте быть отличным экономистом, чтобы вести маленькое предприятие, или какое-то учреждение, или город, или область, или страну, или весь мир. То есть это ведь тоже гениальные люди. Поэтому все шахматисты в своей специальности.
Главное не останавливаться. Вы знаете, у нас определенная аудитория у нашей программы и вообще у нашего канала, у телевидения в частности. Люди, как правило, смотрят от 40 и старше. И вот в старшей возрастной группе многие говорят о том, что нарушается координация движений с возрастом. Вот можно ли это тренировать с помощью мозга? Так, надо сначала определиться, кто виноват, а потом уже сказать, что делать. Итак, кто виноват? Виновата не нога, которая пошла не туда и подкосилась и увела. Виновата, например, не, ну что еще можно сказать, там, например, живот или попа толстая, которая куда-то клонит человека. А виновата координаторная система мозга, которая состоит из лобных долей, проводниковых путей, из органа координации мозжечка и в основном задних канатиков спинного мозга. Вся вот эта система, она должна работать идеально, и ни в одной части этой системы не должно быть опухоли, демиелинизирующего заболевания, сосудистого заболевания, атеросклероза сосудов их питающего. И если хоть какой-то фактор вмешался, травма ли, атеросклероз ли, сифилис ли, недостаток витамина В12 ли, или, например, железодефицитная анемия, фолиевая недостаточность, или это гипотереоз, без разницы какой фактор, но виноват будет какая-то система координации. Что мы можем предложить? Мы можем предложить мозгу создавать определенные системы движения, стереотипы. Ребенок родился, он чистый, как белый лист, он ничего не умеет. Мамочка его учит ходить. Точно так же, если вдруг пациент потерял координацию, можно я покажу? Да, конечно. Да? Можно выйти? Это очень любопытно. Да, показать, безусловно. Да, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, как говорится. Мамочки учат своих маленьких деток ходить. Как они это делают? Они дают сначала очень простые движения, иди вперед. Если эта функция не страдает, что страдает только при сложных моментах во время поворота или когда надо пройти какое-то узкое пространство, то давайте предложим усложненное движение. Что это будет? Это будут определенные виды походки. Пяточка в носочек, по возможности под ноги не смотреть. Что можно предложить? Ну, аналог, что это за упражнение. Предположим, в жизни нам нужно перейти, когда мы идем на дачу, какой-то ручеек, надо перейти, и дощечка, она шириной во столько, сколько может, собственно, сам себе пациент позволить. То есть это или широкая дощечка, например, шириной в 3 ступни, тогда мы предлагаем идти так. Если эта дощечка очень узкая и пациент может идти по узенькой дощечке, то мы предлагаем ему идти, что эта дощечка очень узенькая. И если он не падает, никуда не валится, то тогда, пожалуйста, упражнение выполнено. Следующий вариант упражнения, это называется степ-бай-степ, шаг за шагом. Следующее упражнение тоже можно делать в квартире. Это фланговая походка приставными шагами. Это тоже очень важная в нашей жизни походка для человека с нарушением координации. Делается она очень просто. На ширине плеч делается приставной шаг, то, что делают наши детки в школе. Одно главное условие выполнения всех этих упражнений. Даже можно сказать поза Ромберга, которую делает невропатолог, или называют ее поза пьяных водителей, в которую ставили инспектора ГИБДД раньше водителей. Можно назвать ее не только позой Ромберга, а есть поза цапли, поза петуха, которые используются в йоге. Вот смотрите, я вам сейчас покажу вот эту позу. Это на одной ноге, глаза закрыть, руки вдоль туловища, руки вперед, глазки закрыты. И сколько человек может простоять вот в этой позе на одной ножке. То есть это работает, кажется, я ничего не делаю. Нет. В этот момент работает огромнейшее количество мышц, которые поддерживает мое равновесие. Это не только мышцы ноги, но это мышцы спины, мышцы передней грудной клетки и мышцы живота. Большое количество мышц работает. То есть это и тренировка. Стоять очень сложно и тяжело. Самое главное условие, что я не договорил, чтобы рядом была опора. Опора должна быть с какой стороны? С той стороны, с которой человек чаще всего падает. То есть если есть
тенденция, что пациент валится вправо, справа должна быть стенка, справа не должно быть острых углов, не должно быть никаких предметов, которые могут навредить в случае падения. То есть там или подушки, или маты, или стена, или дочка с сыном, которые вовремя подхватят, или инструктор ЛФК. То есть инструктор ЛФК будет все время стоять со стороны, в сторону которой падает пациент. Вот, собственно, какие можно предложить, Светлана, хотя бы три упражнения для разной категории граждан. Это мы говорили для разной категории тренировки, то есть для ног. Про руки пока не говорили. И как часто это нужно делать? Ежедневно, насколько я поняла, да? Как долго? Как долго? 5 минут? Давайте скажем. Мы же ведь говорили про ходьбу. Да. Мы ничего не выдумывали нового. Мы говорили про ходьбу. Сколько Всемирная организация здравоохранения говорит, нужно сделать 10 тысяч шагов в день. Да. Поэтому это 5-7 километров. Вот этой походки надо сделать в идеале, то есть если вы хотите тренироваться. Поэтому можно заметить и в нашем отделении, в нашей клинике номер 1 на Зелинского, 11, можно заметить вечером тем пациентам, которые лечащий врач сказал ходить, вечером, когда суета и кормление уже закончены, процедура отпущена, пациенты ходят по струночке, кто может, держится за поручни, которые у нас вдоль стенок есть. Остается буквально 2 минуты, но у нас уже давно телезритель ждет возможности задать вопрос, поэтому коротенько вопрос, коротенько ответ. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Хотелось бы задать. Я вспоминаю себя с 1,5-2-летнего возраста. У меня что, особенный мозг? Ого. Вы знаете, что базовая память у всех разная. Помните, я сказал 7 картинок? Вы не особенная, просто процентов где-то 2-5% людей помнят свое детство. Большинство людей будут помнить свое детство с 5 лет, а меньшее количество людей будут помнить только отрывочные какие-то моменты своего детства. Если это ваша фишка память, попробуйте ее развить, попробуйте это использовать. Вам не обязательно Вольфом Мессингом становиться и устраивать шоу, но это может пригодиться в жизни. Здорово. Наша доктор, вот я сейчас скажу, наша доктор одна, она очень хорошо считает, но она доктор-невропатолог. Она доктор-невропатолог, но считает она изумительно как математик. Может быть, еще на один вопрос Валентина мы успеем ответить, вот тоже очень быстренько, если получится. Она спрашивает, скажите, пожалуйста, как влияет периодическое голодание, в частности, пост на работу мозга? Да как, в плане антихолестериновой диеты очень хорошо. То есть мозг тоже улучшает свои Если функции? соблюдать диету без жирного, то есть как раз снижаются липиды крови, соответственно, уменьшается риск развития атеросклероза. В церкви это используется тысячелетиями. Здорово. Ну что ж, будем надеяться, что наши телезрители подчеркнули очень много полезного и интересного из сегодняшней программы. Самое главное, что мы поняли, возможности мозга неисчерпаемы и в зрелом возрасте. Мозг нужно тренировать. Говорить об этом можно долго, бесконечно, потому что нету школ по развитию мозга, кроме каких-то вот жуликов. Есть психологи, есть психиатры, есть неврологи. И, собственно, есть еще логопеды, дефектологи. Вот, собственно, кто в нашей стране занимается патологией. Ну, естественно, мы о норме тоже чуть-чуть знаем. Поэтому вот у кого можно спросить? Психолог, психиатр, психолог и дефектолог. И не бояться к ним обращаться. Да. Мы что-то можем подсказать. А в норме таких курсов практически нет. Спасибо вам большое за то, что вы к нам сегодня пришли. Мы тоже внесли свою лепту в Международную неделю мозга, исследования этого удивительного органа. Мы сейчас подведем итог сказанному ранее в этой студии, затем вернемся в прямой эфир и узнаем, о чем поговорим завтра. Обыкновенный человек использует возможности мозга всего на 5-10% заданного природой. Как любой другой орган человеческого тела, мозг снабжен защитным механизмом, позволяющим использовать свои возможности ровно на такую величину, которая требуется в настоящий момент. Люди, перестающие тренировать умственные способности после окончания учебы в школе и институте, постепенно деградируют. Вместе с тем, регулярное умственное напряжение даже в течение получаса в день может продлить разумную жизнь человека до самой старости.
Завтра тема программы «Скажите, доктор», выпадение волос или аллопеция, причины, диагностика и лечение. К нам в студию придет врач-дерматолог Елена Рафаэловна Россиина. Готовьте вопросы для прямого эфира, задавайте их заранее на сайте интернет-издания 53 новости и в группе «Скажите, доктор» ВКонтакте. А на сегодня все. До новых встреч и будьте здоровы!